Плохая погода, хорошая рыба. Лайко, смотри, как моя рука прям. Не собирайте удочки, одевайтесь, когда клюет. Рекордно раннее время у нас. Масло чесночное. Друзья, смотрите, какая погода. Ребят, смотрите, как красиво. Оп. О, ребята, что-то есть. И если не забагрил, все-таки продавец нас не обманул, посоветовал, и реально круто. Всем привет, вы на канале Ассортимент. Сегодня будем тестировать так называемые тапочки. Будем рыбачить на тапочки. Чуть позже покажем, что это такое. О, есть. Ребята, загнали колышек, все, разматываем удочку. Одна стоит уже. Друзья, у нас что-то клюнуло, представляете? Еще и сильно так. О, первый карасик. На тапке поймали карася первого. Рекордно раннее время у нас, да, поклевка? Да. Классяк. Все, Аня, смотри, как сопротивляется. Может, забагрил. Ребят, смотрите, как красиво. Рассвет и второй карасик наш. Это уже девочка, смотрите. Первый был пацан. Тяни это. Что-то идет, смотри. Карасик. Оп. Лайк. Вот такой рассвет красивый на рыбалке. Так, ребят, рыбачим мы сегодня на тапочке, на белые и на красные. Пока на красные, на белые эффективнее. Белые пока эффективнее работает. И чеснока не было, взяли коноплю, ароматизатор. Посмотрим. И вот мы сделали, что попробуем. Да. Маслечко чесночное. Да, но я не использую пока. Попробуй. Смотри, что у тебя делаю. Да все, все. Да что ты? Что клев успокоился. Это клювало хорошо с утра. Поклевка на белый. Сразу леску под мат, а не ставь. Вот. Так, попробуем брызнуть ароматизатором тоже. Да, пахнет действительно вкусно. Так, людей уже достаточно. Ну, по крайней мере, тапочки работают, да? Не знаю, как будет дальше. Тоже была поклевка. Но поклевка, как по мне, это плотвы поклевка. Карась клюет чуть по-другому. Кстати, к 12 часам ожидается уже ветер. Не так комфортно.
И у меня клюнул. Но не берет, опять начинаются такие поклевки, которые мне не нравятся. Не, ну тапки прикольные тем, что не слетают и не... Можно в чеснок макнуть их еще. Можно попробовать в чеснок макнуть. Еще сало есть с пенопластом. Все есть сегодня. Давай, да. Хоть поклевку, у меня нету поклевок. Не, что-то есть. Да. Сильно. Ну такая более-менее. О, моя вторая рыбка сегодня. И вторанька опять. Чего? Чесночок макнуть. Макни. А ну давай покажем. Давай, это олея с чесноком. Масло чесночное. Подсолнечное масло с чесночком. Много чеснока там было. Все, макаю хорошенько. Пусть течет. Ядреный. А ну. Вытерла руки и все равно. О, да, это хороший запах. Сейчас может. Да. Это прям жесткий. Я лишь просто так не смоется. Вот в чем прикол. Она жирная и держится хорошо. Смотри, сколько тебе лески вымыто, подмотай. Ты сначала подматывай, а потом вставляй, потому что будет ветер, будет уносить, привыкай. И конец опускай вниз. О, вдали вот этот толстолобик. Белые пузо. Такая белочка прям. А вон она, смотри. Я ее снимаю. Вон, смотри, крыса какая. Вон она, в мусорке. Хозяйничает. Вон. Опа. Сразу такой запах пошел. Ну да, но мы сегодня дань отдали, кормушку закинули. И пробовать чисто насадку, а не тапочки. Кто-то ж придумал. Это Ева пробка материал называется. Так, берем ароматизатор. Жалко, чеснока не было. Клюет, смотри. Неужели поклевка? Ну блин, ну с утра была сильная, нормально, поклевки были хорошие. Карась отошел. На, бери свою наживку. А может, когда начинаешь сам есть, и рыбка начнет. Ребят, ой, Опа. ой, крючок загнала. О, Ира хоть сегодня ничего не клюет, но Ира хоть флет поймем, да? Да. Я снасть поймала, смотрите. Карпичи. Снасти клюют на 70 грамм, смотри. Классик, держи. В музее потерянных вещей. Ребята, у нас до 8 утра клевало. Кстати, начала клевать еще до восхода солнца. А сейчас тишина уже почти 2,5 часа. Мы экспериментируем на все вот эти насадки. Все по очереди у нас. Мы утром чуть-чуть поймали рыбы, а сейчас затишье, да? Ничего нет. Мы уже все поели, все, что можно, уже потолстели. Как твои дела? Ну никак. Расскажи чуть-чуть. Да что рассказывать, не клюет. Лежу, засыпаю. Каждые 20 минут перекидываю, но толку нет. Впервые, да, такое за долгое время? Опарыши. На них клюют одни бычки практически. Пуфики. Попался карась на них случайно, чесночные. Вот такой спрей. Утром клевало хорошо, кстати. Тапки. Сало. Вот. И маслица чесночная. Каша. А рыбе все не нравится. Начнет клевать, продолжим съемку. Друзья, смотрите, какая погода. Опять нас накрыло дождем. Вообще неожиданно. Вообще неожиданно. Ну ничего, сейчас может что-то начнет клевать, потому что затишье было ужасное. Ну вот такая у нас сейчас погода. Видите, как весело на рыбалке бывает. Поулетало все. Ну ничего, рыбалка.
Сегодня, кстати, суббота, выходной. И представьте, как было классно. И утром был клев хороший, потом все затихло. И сейчас такая вот буря. Небольшая, ну не буря, а дождь просто с ветром небольшим. Смотрите, рыбаки остались, все ушли, рыбаки остались. Мы пытаемся поймать рыбу большую, да, все разошлись, как обычно, все ушли, а мы остались. Опять все места свободны, ребята. Мы передаем привет, кто сейчас пьет чай или кофе дома у себя там возле компьютера или телевизора. Надеюсь, вам тепло и уютно. А Сереже пофигу, смотреть на него. Дождь, снег, град, вообще все равно. Где бы еще провести выходной, скажи? Да, так. Класс. Еще и северный ветер поддул, вообще классно. Хотя не стоял в интернете. Опа, и сразу хорошая тарань, ребята. Сразу, целый день не клювала. Лайко, смотри, как моя рука прям. Вот такая хорошая тарань, ребят. Вот что значит плохая погода, хорошая рыба. Это всегда так было и всегда так есть. Уже дождя практически нет, можно продолжать. Но приготовить у нас всегда есть рыба. Мы просто ждем, хотим что-то покрупнее. Ну как что-то, вы все знаете, кого мы хотим поймать. Теперь опять король причала, смотри. Да сейчас сойдутся, мне кажется. Ну сойдутся, но пока звездный час еще не прошел. Не собирайте удочки, одевайтесь, когда клюет. О, вот, ты сказал правильно, рыбаки на месте. Сейчас что-то поймаем и обязательно покажем. Карасик отлично показался. Маленький, но это хороший признак. Ну ничего, только волны пропали, ветер утих и все, и клев утих. Вместе с ветром. Клюнет все-таки хороший. Подождем. Подождем, да. Так, ну что, начали клевать карасики, наконец-то, ребята. Смотрите, какие. Осторожно. Движуха. Натянем чуть-чуть. Я перешла на вот эти тапки ловить, потому что у меня насадки другие перестали работать. О, всё Вот и нормально. Иришка наживляет. Или набивает себе кормушку. Но карасик бывает проклевывает. Конечно, уже сразу видно, что осень, клев слабый. Уже сейчас последние полчасика поклюет хотя бы. Все, теплые денечки уходят. Может, еще в октябре будет немножко. Еще выйдем, может, пару раз. Но уже как не хочется, но надо уже готовиться к зимним рыбалкам. Но карпика бы хотел еще поймать в этом году. Начиналось вроде все хорошо. Утром был вроде там час был хороший клев. До рассвета. Да, до рассвета, а потом, конечно, пропало и где-то начало проклевывать часиков, как пошел дождь, где-то 4:30. Пошел сильный дождь, ветер, и было сразу 4 поклевки, 2 карасика, Покажи, сколько у нас 2 плотвы. Сегодня улов не богатый, но зато карасик более-менее такой хотя бы. О, поклевка идет, смотрите, смотрите. Оп. О, ребята, что-то есть. И если не забагрил, может даже нормальный карасик. Сопротивляется. Отклевала, как плотва вроде. А может и плотвычка крупная. Сейчас посмотрим, ребят. Ну, сопротивляется что-то. Не, карасик идет. И такой довольно неплохой, кстати, карасик. Ну, и снимешь? Да, довольно хороший ладошечный карась. Да, приятный. У тебя, я заметил, на белый клюет. На белый? Да. Ну, бывает то на белый, то на красный. Кстати, был дуплет даже, вот только что не снял я. Кстати, тапочки эти работают, в принципе, хорошо, ловим только сейчас на тапочки. Все-таки продавец нас не обманул, посоветовал, и реально круто работает, что утром работало. И что самый прикол, их не надо менять. Одел я вот ловлю и ловлю на одни тапочки. Смотрите, ребят. Уже, конечно, потертые. Народа, конечно, было много. Начался дождь. Да
Да и вообще начали сматываться, потому что не клювало, многие не выдерживали. Потом вот пошел дождь, сильный ветер, и все быренько смотались и уехали. Но мы в это время оделись, надели дождевички и успели хоть подловить немножко рыбы. Реально, пока шел дождь, дул сильный ветер, пока и клювало. Только погода успокоилась, и клев успокоился. Хотелось адреналинчика, проклевывает хоть что-то, и уже хорошо. Вон у Иры что-то, говорит, клюет. Сейчас посмотрим. Наконец-то. Ну, видишь, карась хорошо клюет. Если карась начинает клювать, он до конца клюет. И сейчас и поклевки хорошие, давит. Ух ты! Ух ты! Мотай, мотай. Опа! Опа, опять что-то такое. Сладошечный карась, наверное. Все-таки, видите, на вечер дело идет, да, потихонечку? Да. Да, хороший опять ладошечный карасик. Опа. Самочки пошли. Утром были пацаны, сейчас девочки. Ну классно давит, да? Хорошие поклевки. Вот бы карпик клюнул, а? Так хочется. Опять. Спокойно поправляю эту пробку. Тапочек. И все. И ловлю опять. Этот тапочек сделан с материала Эва пробка. Но я не думал, что он так работать будет хорошо, да? Вообще отлично работает просто. Да, эластичный пенопласт. Не пользуюсь сейчас никакими ароматизаторами, ничем, никуда не макаю. Чисто. Ира концовку сливает, что-то вообще не может ничего поймать. Я вообще. Профукивает поклевки. Я отвернусь на секунду, сразу клюет, и я все профукала. Еще полчасика у нас есть, я, наверное, поснимаю. Все-таки целый день ничего не снимали, просто реально было как в бассейне. Даже не типало. А сейчас хоть карасик начал проклевывать. Но где карасик, там и карпик. Да, на душе, конечно, такая ностальгия, лето уходит. Но я имею в виду, лето ушло, да. Когда проходит лето, мы уже, можно сказать, вступаем в Новый год. Уже начинает такое настроение быть. Уже начинаем ждать опять весну. В принципе, год довольно, я могу сказать, не сильно и плохой. Все-таки мы поймали карпа большого. Наверное, штук 5 небольших. Да. Ребят, вот сейчас Ира будет наживлять, а ей дает белый. Вот такая вот продает. Я сначала хотел побольше взять, а мне продавец говорит, ты что, тебе это с головой хватит? Но в принципе так оно и есть. И его фиг снимешь, он, Ира, видите, срезает Я хочу ножницами. надеть белый, потому что на красный уже пробовала. Хотя, видишь, продавец советовал красный, я взял и белый. Как мы заметили тут, на причале хорошо клюет, когда именно северный ветер. Сегодня западный, стабильный западный ветер, но клёва стабильного нет. Конечно же, надо брать в учет, что осень, сентябрь, уже конец сентября, уже холодает, ночи холодные. Ну как холодные, плюс 10, плюс 9. Но тем не менее, это уже вода остывает, рыба не такая активная встает. Подписчик сказал, что карпы здесь клюют до мороза. До льда написали. Да, даже до льда. Но, возможно, мы протестим. И, возможно, в будущем уже будем знать определенные дни, когда сюда можно раз или два, скажем так, за сезон прийти. В этом сезоне мы полностью протестировали этот причал. И, в принципе, уже знаем, что, как, какая рыба клюет, когда, при каком давлении, при каком ветре. Сейчас точно клюнет. Да, Ира поставила белые тапочки, сейчас посмотрим. У меня стоит на каждой удочке и белый, и красный, 2 крючка. Уже без 10 в 6, ребята, закат у нас сегодня 18:34, так что время остается совсем мало. Но рыбаки тоже, вот видите, еще пришли, прям под вечер сидят.
Вот, смотри. И вот раз и придавливает. Отлично. Хорошо. Клюет очень хорошо. А ну, ребят, посмотрим, что у нас тут. Не знаю, что-то или не крупное. Такое ощущение, что корм... Не... А, не, есть, что-то есть. Плотва. Большая. Да, ребят, ну как большая? Обычно такая хорошая, тоже ладошечная. Больше, чем у нас сегодня были. Ну, моя самая крупная сегодня. Кстати, у нас подписчики писали, что мы делаем с рыбой. Так как мы ходим на рыбалку раз в неделю приблизительно, да, иногда два, то, например, 73 рыбы там было 29 таранек. Они ушли в засолку. А остальных пожарили, съели их там, в принципе, да? Да. Просто это как бы нормальный улов такой. Не то, что мы тонну рыбы не знаем, куда деть. Просто пожарили, покушали и все. Ну, что-то у Иры там это. А еще один год прошел. К сожалению, мы не молодеем. Да, поэтому я и рассказывала, почему мы начали вести YouTube канал. Я об этом и говорила, что там можно на себя посмотреть Да, на время да, назад. Год назад. Да, иногда заходишь и смотришь. Ого. Ух ты! О, смотрите, смотрите, опять. Ребят, смотри. Пытается что-то. Оп. Это, мне кажется, плотва по-любому. Карась так не клюет. Это плотва, да, вроде. И маленькая к тому же. А не, представь, карась. На красный. На красный. Я же говорю, клюет и на тот, и на тот. Ловили мы там, хоть и не было клево. Блин, ну клюй, ну карпик, ну пожалуйста. Ну так хочется получить адреналин. Ну клюнь, а. Пожалуйста. Конечно, если честно, спасибо, что хоть вообще клюет, потому что день, конечно, ужасный, как для рыбака. Не каждый может выдержать такое. Но это не про нас. А Ира не может свою вечернюю рыбу поймать. Я уже десяток настебал. У меня не клюет. Конечно, учитывая, что мы ведро каши уже почти выкинули, так что здесь должна рыба тереться. Не, ну хочется кайфануть в плане рыбы, вываживания, развить свой профессионализм. Это... Да, при вываживании каждой большой рыбы ты растешь как рыбак, потому что многие поймут, не каждому удавалось вытягивать крупную рыбу. И когда клюет крупная, иногда даже люди не знают, что делать, как вытягивать правильно, торопятся. При вываживании крупной рыбы спешка вообще не нужна. Конечно, еще много зависит от лески, от удочки, как тянется леска. Например, если у вас стоит шнур и еще тугая удочка, например, как крокодил, это очень опасно для вываживания большой рыбы. Большой шанс схода. А вот когда у вас леска стоит, хорошо тянется, и удочка такая 4 метра, ну, например, как вот эти, которая хорошо гнется, то есть постоянно рыбу держит в натяжечку, и шанс схода очень низок. Если еще правильно катушка работает, то есть инфракцион, то это вообще отлично. Это к нам приходит с годами, конечно. Я когда начинал только рыбачить, когда пошли новые катушки современные, я начинал рыбачить, вообще привязывал леску до конца палки. Я думаю, это все прошли. И ловишь. Потом, когда пошли катушки, когда не знал, что инфракционы, как они работают, интернета не было, объяснить некому было, и много обрывов было, подсекал крупную рыбу, но катушка была затянута, и, конечно же, леска обрывалась. Все мы проходили, молодым рыбакам придется это все пройти, но сейчас хорошо, хоть есть YouTube, можно посмотреть, а раньше, конечно, только все на своем опыте было. Ну и со стороны, когда наблюдаешь за рыбаками, конечно, тоже большой плюс, когда сидишь с каким-нибудь матерым рыбаком, у него клюет крупная рыба, и ты просто мониторишь, как он это все делает, и начинаешь, как говорится, приобретать навыки. Вроде как и смотришь, но тем не менее ты уже начинаешь соображать. В определенные моменты оно сыграет свою роль, начинаешь правильно действовать. Но хотя все равно, как говорится, все на своей шкуре. А бывает, ребят, ждешь поклевку целый день. Вот бывают такие рыбалки. Я же говорю, жалко, что мы раньше не снимали, когда едешь на озера или еще куда-нибудь на водохранилище, и ты сидишь, и у тебя не клюет целый день. И за день бывает одна поклевка.
Но прежде всего на рыбалке мы отдыхаем морально, душой, с природой. Только многие не уважают природу, после себя оставляют много мусора. Любите свою землю, ну, мы здесь живем. Я еще раз перезакину. Давай, вот Ира решила еще раз перезакинуть. Вроде как бы и домой хочется, да? Потому что у меня не А хочется и тогда уже что-то я тоже смотрю. И хочу еще сказать про себя, ребят, никогда на рыбалку не еду ради рыбы. Никогда. Никогда не рыбачил сетями. Я даже не знаю, как они ставятся. Ну так, в теории знаю. Сети это очень ужасно и плохо. Особенно самое ужасное, когда сети ставят на озерах. Потому что как бы, ну, какой-нибудь дедушка придет с поплавком, половит, получит удовольствие, а ты сетью, ну, набил ты тонну той рыбы, выловил всю рыбу в водоеме, и все. И все говорят, вот сейчас все ставки арендованы. А с другой стороны, ребят, может это хорошо, что они арендованы. А хоть можно поехать и половить рыбу. А когда они не были арендованы, это негде было ловить, нигде ничего не клювало. Спалец, карасик. Потому что все озера, блин, вечно сетями выбивали и все. Да, возможно, кто-то на этом зарабатывает, чья-то это жизнь, чьё-то питание. Для природы, мне кажется, это ужасно, и для человека в том числе. Для тех, кто любит рыбалку. А когда начали, особенно мне очень сейчас нравится, когда создаются громады. Местные озера берут, как бы, местные люди берут, как бы, в общак озеро, все скидываются. Я сам участвую в этом. Хотел показать, но не получилось это озеро, где лично у меня есть свое место. Я сделал мостик. Каждый год скидываемся на рыбу, запускаем. Есть лимит, есть определенные дни, когда можно рыбачить, когда нельзя. Так само и весной, пока рыба не рестится, мы не рыбачим, то есть следим за своим озером. Это даже лучше, чем брать в аренду. Люди, громада следит за своим озером. Очень много знаю таких озер. Ира начала собираться, а я что-то ударился в философию. Уже покажем вам улов. Как-никак, но мы сегодня с рыбой. Мало, конечно, ребят, смотрите. Ну, смотрите, карасик такой. Да, конечно, Ира сейчас посчитает рыбу. Мы, конечно, смотрите, какая таранька у нас есть. И не одна, он еще никакой. Ну да. А местные рыбаки говорят, что крупная тарань тут начинает клевать ближе к поздней осени. Ну, не знаю, насколько это правда. Все мы проверим. Давайте посмотрим. Ира складывает карасиков каких. На. Ну, давай. Ребят, 26 рыбок. Ладошки сегодня такие. Да, вот такие вот карасики. Ладошки. Горошек я засолю. Их там, я не знаю, десяток может быть. Остальных мы зажарим за один раз. И вот и разошлась рыба. Давай повесим, пусть сохнет. Ветер сейчас высохнет. Так, ребят, тут окупрем. И сейчас как раз высохнет наш садок. Ну что, ребят, вы были на канале Ассортимент. Как всегда, мы с вами. Ну, если надеемся, до новых выпусков, да? Да. Сегодня Всем такая спасибо рыбалка, за конечно. просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и напишите комментарии. Комментарии и лайки помогают продвигать видео и короткие видео тоже. Все, всем пока. Пока.